Привет, друзья! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». В прошлом видео мы рассказывали о том, что выиграли грин-карту и планируем переехать жить в США. Это произойдет, как только оформим все необходимые документы, пройдем медосмотр, интервью с консулом и, наконец, получим заветную визу. Если вы еще не видели наше последнее видео, обязательно сделайте это. Ссылку я оставлю в описании. А сегодня я более подробно расскажу, что же такое эта лотерея грин-карт и с чем ее едят. Также в конце ролика вы узнаете, кто может участвовать в лотерее, так что не переключайтесь и смотрите видео до конца. Итак, грин-карта. Поскольку вы попали на этот канал, то, конечно, хотя бы краем уха слышали о ее существовании. Но что же это такое? Когда она появилась и для чего властям США выдавать ее жителям других стран? На самом деле грин-карта – это удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, которая подтверждает наличие вида на жительство и дает право на легальное трудоустройство на территории Соединенных Штатов Америки. Забавно, но многие считают, что термин грин-карта – это только лотерея. Но существует несколько способов ее получения. Например, ведение бизнеса на территории США, получение приглашения от работодателя для квалифицированных специалистов, брак с гражданином США, инвестиции в экономику страны, получение политического убежища или статуса беженца, воссоединение семьи в США и, конечно же, диверсификационная лотерея. О ней я и расскажу сегодня в этом ролике. Сама лотерея появилась в далеких 80-х из-за так называемого ирландского кризиса. Он образовался после принятого в 1965 году закона, который ликвидировал систему квот, сделав упор на выдачу иммиграционных виз по системе воссоединения семьи или привлечения квалифицированных рабочих. С того момента и до начала 80-х годов в США приехало более 150 тысяч ирландцев. Практически все они просрочили визы и остались в стране нелегально. Чтобы как-то справиться с этой проблемой, правительство и придумало эту лотерею. В первом розыгрыше ирландцы получили более 4000 грин-карт из 10 000 доступных. С каждым годом количество стран, которые могут участвовать в лотерее, увеличивалось, а процент ирландцев, которые выиграли, уменьшался. И уже в 90-х годах количество победителей увеличили до 50 тысяч. И вот уже 30 лет лотерея существует в таком глобальном виде, даже сегодня. Назревает вопрос, а зачем Соединенным Штатам раздавать вид на жительство через лотерею? Неужели не хватает квалифицированных специалистов, которых можно привлечь в страну на работу? Неужели никто не хочет ехать? Или требования к получению грин-карты другим путем настолько завышены? Ведь грин-карту может выиграть и совершеннолетний студент, и пенсионер, и инвалид. Зачем такие нужны государству? Ответ довольно прост. Соединенные Штаты ценят человеческий ресурс гораздо больше, чем многие другие страны. Не каждый человек решится поехать и открыть рабочую визу или бизнес-визу, и уж тем более не у каждого есть родственники, которые могут подать документы на воссоединение семьи. Среди счастливчиков, которые выиграли в лотерею, мне кажется, на одного потенциального лентяя или пенсионера, который по факту не может приносить большой пользы государству, будет сотня тех, кто раскроет свой потенциал во много раз больше, чем мог бы сделать это в своей стране, по многим причинам. Но это уже совсем другая история. А сейчас давайте разбираться, где, когда и главное как заполнить анкету для участия в лотерее. Итак, первое – подать заявку. Сделать это, к сожалению, могут не все. Для этого необходимо родиться или иметь гражданство той страны, которая участвует в лотерее. Ежегодно список стран меняется, так что нужно за этим следить. Но спешу обрадовать, список стран, которые не участвуют, довольно небольшой, и возможностей все равно подать заявку немало. Например, вы родились в Бразилии, которая на данный момент не участвует в лотерее, но являетесь гражданином Украины, который участвует, подавать заявку можно. Или наоборот, вы родились в Украине, которая участвует, но являетесь гражданином Бразилии. По месту рождения подавать можно. Но даже если вы родились в Бразилии и имеете гражданство Бразилии, все равно есть два варианта, когда вы можете участвовать. Например, участие в лотерее по стране рождения вашего супруга. Или если ни один из ваших родителей не родился в этой стране и не проживал на постоянной основе на момент вашего рождения.
Второе требование по подаче заявки – у вас должно быть оконченное среднее образование или 2 года подтвержденного рабочего стажа по высококвалифицированной специальности. То есть вам даже не нужен диплом университета. Третье и последнее условие – у вас не должно быть проблем с законом. Однако каждый такой случай рассматривается индивидуально, поэтому если у вас всего лишь штрафы за парковку в неположенном месте или за превышение скорости или какое-нибудь несерьезное административное правонарушение, можете смело подавать заявку. В остальных случаях тоже можете попытаться, но велика вероятность того, что на стадии проверки ваших документов или на интервью вам откажут в выдаче грин-карты. На этом требования заканчиваются, и как вы видите, в лотерее нет возрастных ограничений, никого не интересует уровень вашего английского или высшее образование. Все в ваших руках. Если вы подходите по этим максимально простым критериям, можно приступать к заполнению. Итак, с заявкой мы разобрались. Далее сроки регистрации и сам розыгрыш. Зарегистрироваться на розыгрыш можно не круглый год, а лишь в определенное время. И обычно заполнить анкету можно с начала октября по начало ноября. Сам розыгрыш происходит в начале мая, то есть через полгода после закрытия регистрации. А вот пройти все медосмотры и интервью счастливчики, которые выиграли лотерею, смогут еще позже, начиная с октября, то есть минимум через год. На практике процесс от подачи заявки до вклеивания заветной визы и возможности вылететь из США занимает в среднем 1,5 года. Подавать заявку нужно только на официальном сайте правительства DV Lottery и нигде больше. Ссылку на него я оставлю в описании. Внимательно проверяйте сайт, чтобы не попасть в руки мошенников и не слить свои данные третьим лицам. В следующем видео мы подробно расскажем и покажем, как самостоятельно, без посредников, которые, кстати, нередко являются мошенниками, и правильно оформить анкету для участия, не допустить ошибок, из-за которых вас могут дисквалифицировать, и какие шансы на победу участников из разных стран. Поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк или объективный дизлайк, поделитесь этим видео с людьми и оставьте ваши комментарии. Когда на канале наберется 200 подписчиков, каждую неделю мы будем разыгрывать подарки среди вас. Так что зовите друзей и оставайтесь с нами.